Приветствую вас! Лобовое стекло любого автомобиля, будь то легкового или грузового, это неотъемлемая его часть. Оно занимает всю переднюю часть и защищает как водителя, так и пассажиров от встречного потока воздуха, непогоды и так далее. Но если в наше время автомобили имеют большие по площади лобовые стекла, то начиная с 1950-х годов на большей части гражданских грузовиков, некоторых легковых автомобилей, внедорожников и армейских машин можно заметить одну особенность. Все они были разделены пополам вертикальной перегородкой. И такое разделение лобовых стекол было характерно не только на советских автомобилях, но и на иностранных. Но почему именно такое оформление лобовых стекол применяли на автомобильных заводах? История создания такой конструкции лобового стекла связана с несколькими факторами. Во-первых, это было связано с технологией производства. На то время они были недостаточно развиты, и тогдашнее оборудование не позволяло производить большие по площади лобовые стекла. Перегородка же позволяла как уменьшить количество операций и время, связанное с их производством, так и использовать более дешевые и доступные материалы. Во-вторых, вертикальная перегородка способствовала увеличению прочности и дополнительной устойчивости лобового стекла при ударах. А если одна из половинок разбивалась, ее осколки наносили меньшее повреждение водителю-пассажиру, нежели от цельного большого по площади лобового стекла. И в-третьих, перегородка вносила практическую функцию. В случае повреждения одной из половин стекла, вторая оставалась целой и предотвращала полное разрушение лобового стекла. А в случае необходимости одинаковые части стекла можно менять без проблем местами, заменив поврежденное на стороне водителя. Также одна из половинок могла открываться для дополнительной вентиляции кабины. Но времена меняются. Поменялась и технология производства лобовых стекол для всех типов автомобилей. Появились новые материалы и новое оборудование, которые поспособствовали увеличению как качества, так и прочности автомобильных лобовых стекол. И надобность вертикальной перегородки, разделявшая стекло на две половины, отпала сама собой. И теперь ее можно увидеть разве что на старых моделях, которые еще на ходу, либо на военных автомобилях. А если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!